Мы записывали до этого интервью с Татьяной, вам это очень понравилось, и мы продолжаем спрашивать Татьяну. Она специалист по Испании, она защищала поэтому кандидатскую, да, по этой теме, по Испании. Короче, Татьяна знает Испанию лучше, чем сами испанцы. И за кадром мы говорили о том, что приезжающие сюда иностранцы, в частности из бывшего СССР, недостаточно проявляют усилий к тому, чтобы учить испанский язык, испанский менталитет, испанскую жизнь. Татьяна объяснит, почему нужно учить и испанский язык, и испанскую жизнь. Чтобы что? Я не знаю, что значит изучать испанскую жизнь. Менталитет, Просто в привычки. ней Да. надо принимать участие, или, по крайней мере, стремиться. Что касается быть специалистом, я думаю, никто не специалист на самом деле, по большому счету. И у каждого из нас, кто здесь провел много лет, есть своя история и свой опыт. И чем я лично готова поделиться? Претендовать на то, что я постигла испанскую душу и могу об этом всерьез рассуждать, я не могу, к сожалению. Этим похвастать. Татьяна скромничает. Не могу этим похвастать, да. Но в каком-то смысле надо быть вне системы, чтобы ее видеть, наблюдать, да, за ней. В этом смысле иностранец видит то в местной жизни, чего местные не увидят. Да, чего они за собой не замечают. У них это как бы автоматически и с рождения происходит. А иностранцам, наверное, что-то бросается в глаза. Мне, например, бросается в глаза, вот какое отличие. Я до этого жил в Бельгии, в смысле не совсем до Испании, но в 15-16 году я жил в Бельгии. Разительное отличие испанцев от бельгийцев в том, что испанцы громче, то есть все испанцы говорят громко, они говорят эмоционально, при этом они тебя могут буквально крича говорить транкила, транкила, кальма, то есть они будут тебя успокаивать, но это будут делать очень активно и очень громко, но успокаивать. Вот. И это первое, то есть испанцы громкие люди. И в плане того, что они любят включать музыку. Например, может мэрия устраивать дискотеку до 4 утра по какому-то там поводу и празднику. Испанцы могут, например, тараторить. То есть они, как правило, говорят достаточно быстро. И поэтому нужно, допустим, если я переехал из Барселоны сюда на Коста-Бланка, здесь люди говорят процентов на 30 быстрее, чем в Барселоне. И поэтому мне сложнее их понимать. Мне приходится им говорить más lento, то есть медленнее, пожалуйста, потому что я не успеваю их понимать. Но и при этом, отличие, опять же, от бельгийцев, испанцы склонны всяческими способами избегать конфликтных ситуаций и всячески тебе помогать. То есть, если ты попросишь испанца что-то сделать, он тебе, даже если он не будет знать, как это делать, и вообще не будет к этому не иметь никакого отношения, он все равно попытается тебе помочь, иногда просто советом. Вот они очень любят советовать, даже если чего-то не знают. Я хочу сказать, что они очень дружелюбные к иностранцам, вежливые и очень терпимые, достаточно терпимые друг к другу, к иностранцам, к друг другу и ко всем каким-то неприятным проявлениям. К соседской собаке, которая лает на балконе, они не возмущаются. Мы уже готовы просто взорваться, звонить в полицию, не знаю, кричать на помощь, да, когда ночью, например, собака лает на террасе. И они спокойно к этому относятся. Или к музыке, да, под окнами в честь какого-то праздника до 3, правильно, до 4 утра. Живая музыка, крики, взрывы. Это для нас это абсолютный стресс, для меня в том числе. Но испанцы к этому, и пожилые, и молодые, относятся очень терпимо, толерантно. Но это же праздник, надо же радоваться, мы должны этому радоваться. И они действительно, как дети, умеют радоваться. Вот этому очень сложно научиться. Мы, наверное, утрачиваем. В нашей стране взрослые люди не умеют так радоваться, как здесь. Они как дети. Да. Они каждый день
пытаются получать удовольствие от жизни каждый день. У них нету этого желания достигаторства. Для них, допустим, решать, как мне нужно было получить справку по месту жительства от местной полиции, где я, ну, то есть нужно было получить подтверждение, что я где-то по определенному адресу живу. Причем недостаточно было документа эмпандроменто, как-то, падрон, да? Да. От мэрии нужно было, чтобы полицейский физически пришел на мой адрес. Такая вот специфическая справка. Я пришел, мне, как это работает? Полиция, вернее, мэрия сказала, тебе нужно эту справку получить. Я прихожу в полицию, говорю, дайте мне эту справку местную. Местная полиция подчиняется мэрии. И полицейский говорит, все, конечно, классно, мы тебе дадим такую справку, но указание нам должна дать мэрия. Я возвращаюсь обратно в мэрию и как бы с немым вопросом, а что вы меня отправили в полицию, если они от меня никаких указаний принимать не готовы? Вы им должны сказать. И тут мэрия такая бьет себя ладонью по... да, мы дадим указания. В общем, эту справку я выбивал месяц. То есть несколько раз я приходил в мэрию, говорю, ну скажите полицейским, чтобы они пришли. Ну пожалуйста, это же вы мне сказали, что эта справка нужна. В конечном итоге я за месяц добился, приходя туда каждую неделю, напоминая им, что пришел полицейский, он позвонил мне, что, в общем, достаточно редко, обычно тут коммуникация идет письменная, но он позвонил, предупредил, что он придет. Пришел, но он даже не зашел в квартиру. Он просто пришел, спросил, ты здесь живешь? Я говорю, я здесь живу. И он выписал мне эту справку. Ну вот такая вот бюрократия. Все это вежливо, но очень медленно. Говорят они быстро, а делают все очень медленно. И они в этом не считают никакой проблемы. То есть, а куда торопиться? Все же прекрасно, все хорошо. Солнце светит, бананы растут. Все прекрасно. Ну вот, Татьяна, такой вопрос. Мы говорили об изучении испанского языка. Я закончу вашу мысль. Если вы находитесь здесь в легальном поле, то есть вы не являетесь нелегалом, да, то, и я это всегда всем повторяю, вы всегда добьетесь того, чего вам надо. Всегда. Вы сделаете все документы. Вы оформите, вы все сделаете. Просто не надо нервничать, действительно, это другой ритм. Да, они здесь живут очень долго. Испания лидирует в Евросоюзе по длительности жизни, даже длиннее, чем швейцарцы, дольше живут, чем швейцарцы, французы, испанцы самые долгожители в Евросоюзе. Я полагаю, что и минутки черного юмора, и смерть в Испании тоже очень медлительная, она просто не спешит приходить к испанцам. На самом деле это юмор. Суть, я написал статью по этому поводу, по поводу долгожительства в Испании. Итальянцы тоже. Да, суть в том, что южные народы, они просто не стрессуют так, как это делают жители более северных регионов Европы. То есть здесь у них каждый день не является стрессом. Наоборот, они каждый день пытаются кайфануть, пытаются получить удовольствие от элементарных вещей, типа посидеть с другом в кафе, выпить пиво, вина, искупаться на море от хорошей погоды. И поэтому из-за низкого уровня стресса испанцы живут дольше. К вопросу о языке. Мы обсуждали, что очень многие не учат испанский язык, застревают на каком-то уровне, так? Ну, я думаю, что проблема адаптации, без разницы, в Испании, в Италии, во Франции или еще где-либо, она примерно одинакова. Россияне традиционно крайне редко говорят на приличном английском, для начала, да. Английский – это неплохой вариант, если вы находитесь в туристической зоне. Испании, конечно, не в глубинной части, не в глубокой провинции. А если вы находитесь в туристической части, то, в принципе, вы не пропадете. С английским вы не пропадете. Но у россиян, за редким исключением, английский очень-очень… Примитивный. Примитивный, да. И может даже он еще и примитивнее, чем они подозревают. Угу. Даже вот так. То есть они пытаются иногда объясниться, но безуспешно. Испанцы тоже в среднем не блещут, но все-таки в туристической зоне
минимально, на каком-то примитивном английском вы всегда сможете объясниться. Но если мы говорим про длительную резиденцию и про то, чтобы инкорпорироваться в этот социум, то, конечно, нужно говорить на местном языке, неважно, итальянский, опять же, французский, испанский, португальский, немецкий и так далее. С этим, как правило, большие проблемы. То есть, наверное, только 1 из 10 целенаправленно и упорно, скажем, в течение 5 лет достигает хорошего результата. Может свободно объясниться и все понять. Да, небольшой процент. Важно учить испанский язык, хотя бы потому, что я уже сталкивался, многие офисы оказывают техподдержку на испанском языке, то и предлагают, допустим, тут есть такая штука, как СИТа, то есть предварительная запись на прием, и очень многие места дают только одну опцию: записаться на прием куда-то только по телефону. То есть, если ты не говоришь на испанском языке, ты не сможешь позвонить куда-то и попросить, чтобы тебе оказали какую-то услугу, прежде всего предоставив запись на прием. Второй момент, где все-таки с английским языком можно жить, это туристические места, это побережье, Барселона, вот здесь вот Коста-Бланка, юг, Коста-дель-Соль, в Мадриде. Но если вы уезжаете куда-то действительно 100 километров от побережья или от крупного города, то там вы, скорее всего, англоговорящего человека не найдете. И вам придется там общаться на испанском языке, даже не столько понимать, но сколько говорить. И вот тут становится вопрос о том, на каком языке вы будете говорить, если вас там не понимают. Старшее поколение в Испании, как правило, раньше учило второй язык французский, особенно там, где близко к границе с Францией. То есть это Наварра, Арагон, Каталония, страна басков, вот север Испании. В школах второй язык они учили французский. И поэтому там с английским тем более вам будет очень сложно. Ну а там, где близко к Португалии, там они знают португальский язык. Опять же, не английский. Вот, поэтому встает вопрос, что языком межнационального общения в Испании является кастильский диалект, то есть испанский язык. Так? Это так. Еще что можно сказать. Для изучения испанского есть система государственных школ, которые очень недорого стоят, но в последнее время там сокращаются часы и сокращаются объемы, в общем, и преподавателей, и учеников. Тенденция такая, что во имя экономии, я так понимаю. Но это совершенно уникальная система, и ничего подобного в других странах нет. То есть вы можете учить там, во-первых, испанский язык, во-вторых, местные наречия, как, например, или местные языки, как, например, валенсиано. Вы можете учить английский, чем я, например, занимаюсь, немецкий, французский, итальянский. В крупных городах, как, например, в Валенсии, вы можете учить также арабский. Арабский учат, например, дети выходцев с севера Африки, которые здесь уже утрачивают свою идентичность и хотели бы ее восстановить, например. Или кто-то, ну не знаю, журналисты, или кто-то, люди бизнеса, которые имеют какие-то деловые отношения тоже с арабским миром или с Эмиратами, с севером Африки, да. Учат арабский, японский учат и так далее. И, соответственно, в стране басков учат бакский, в Галиции галисийский язык. Соответственно, местные языки тоже на этом уровне государством поддерживаются. Да, еще вопрос с этим в государственных школах. Единственный минус, они действительно существуют, там большие очереди, поэтому записываться туда нужно вот сейчас самое время. В конце предыдущего учебного года, то есть в мае, в июне, вы можете записаться на сентябрь-октябрь этого года.
То есть туда надо записываться заранее? Если быть совсем точным, запись начинается 18 июня по 4 июля. Даже так. Но это для тех, кто учился ранее, и для тех, кто начинает с начального уровня. Если у вас какой-то уровень языка есть уже, например, вы считаете, что у вас уже А1 или А2 испанский есть, и вы хотели бы начинать там с Б1 или, допустим, английский, да, у вас какой-то уровень есть, то для этого существует prueba de nivel. То есть небольшой такой экзамен осенью проводится, чтобы определить, какому уровню вы соответствуете. И тогда вам предлагают соответствующие курсы, да, то есть не с нуля. Вот, это уже осенью. А сейчас, допустим, я закончила очередной год и сдала экзамены, и теперь 18 июня начинается запись на следующий учебный год. Но, естественно, есть система частных школ, естественно, или частных преподавателей, как, например, я, да, которые к вашим услугам в определенное, в удобное для вас время и с приездом на дом. И такое может быть. Вот. Но в этих школах учатся только с 14 лет. То есть до 14 лет дети в этих государственных школах учиться не могут. Так что это тоже нужно иметь в виду. Что касается адаптации, конечно же, лучше всего адаптируются к новым условиям дети. Родители очень часто, переезжая сюда с детками, они очень переживают, что дети будут чувствовать себя изгоями, они будут одиноки, не будут понимать, будут отставать, потеряют год и так далее. Потеряют учебный год, станут второгодниками, что, допустим, в русскоговорящем мире считается очень, очень негативным явлением. Кстати, в Испании это не так. Остался на второй год, ничего страшного, повторишь. То есть это не такая большая проблема для испанцев. Дети адаптируются очень быстро. Через 2 месяца они, как правило, уже вполне владеют матерной лексикой, да, и через несколько месяцев они вполне могут уже поддержать беседу. И многие родители ищут преподавателей для своих детей, чтобы как можно скорее они адаптировались, да, к языку, к школе. Но на самом деле они находятся в школе несколько часов каждый день, то есть полное погружение, и в такой ситуации преподавание несколько часов в неделю, оно совершенно картину не меняет. То есть у детей мощно идет языковая подготовка в течение учебного дня. А взрослым надо учить, а не надеяться на то, что их дети будут выступать для них бесплатными переводчиками. Да, это часто тоже наблюдается. Да. И дети, кроме того, там просто у них другой механизм адаптации. То есть они без аналитики погружаются в язык. Они не знают, где существительное, где глагол. Они просто понимают, что такое сочетание звуков, это означает вот это и это. Да, у родителей, у взрослых людей восприятие языка совершенно по-другому происходит, как правило. То есть им нужна структура уже. Нужен скелет, на который нанизывается плоть. Да, скелет – это грамматика, и плоть, соответственно, это лексика. Как правило, по такой схеме происходит. Вот. И взрослым, конечно, более показано преподавание классическое, изучение, да, и с грамматикой и со всем прочим. Меня часто спрашивают, испанский язык, считаю ли я, что это сложный язык, вот в сравнении с английским, с немецким и так далее. Я всегда на это отвечаю, что испанский, в моем видении, это достаточно логичный язык. Вот когда мы не можем описать язык, да, его систематизировать и структуризировать, вот это сложно. В этом смысле английский для меня сложнее. А испанский, да, есть определенные правила, но их нужно знать, и все, и по правилам у тебя все получится.
В английском нет. Если ты не знаешь эту фразового глагола, то все потеряно. То есть если ты знаешь использование глагола с другой приставочкой, а это совершенно другой смысл, то ты сам никогда не догадаешься. В испанском в том числе я иногда придумываю какое-нибудь существительное, зная глагол, или наоборот. Я придумываю глагол, зная существительное, и оказывается, что он есть. Просто потому что это все работает по определенной логической схеме. Да, однокоренные существительные и глаголы. Ну, вывод очень банальный. Нужно учить. Испанский учите нужно язык. учить. Но на самом деле я могу сказать, что при практически нулевых усилиях с моей стороны учил я испанский именно как учил, только в Барселоне 3 месяца в языковой школе, и не очень много, 6 часов в неделю всего лишь, 2 занятия по 3 часа. Остальное время я, если учил, то учил что-то самостоятельно, но тем не менее, за счет того, что я нахожусь в языковой среде и вынужден общаться на испанском языке, мое последнее достижение, я был на приеме у врача и смог, во-первых, понять то, что мне говорит врач, я понимал контекст. Он мне говорил о том, что нужно соблюдать диету, о том, что нужно прекратить временно употреблять испанское вино, но к вопросу о правилах. Я ему говорю, как же... То есть, смотрите, я смог сказать, что радости жизни нет в Испании, если ты не пьешь вино. И если в начале приема он мне говорил, нельзя вообще алкоголь, то в конце приема, когда я ему смог донести мысль, что радуюсь, когда пью вино, он говорит, ну ладно, бокал в день можно. То есть вот у нас уже с ним смог состояться диалог, и это при том, что я прилагаю практически нулевые усилия к тому, чтобы учить испанский язык, за что мне стыдно, потому что я ленюсь. А если бы я учил язык, тогда бы я уже, наверное, говорил на уровне B2. Но мне лениво, вот честно скажу. А надо. За год молодой человек или девушка, да, вполне могут выучить. Да. Вполне могут выучить до уровня интермедио, до среднего уровня Б. Да, так да, что это вполне возможно. В качестве позитивной ноты приезжайте, погружайтесь в среду, учитесь у Татьяны, и через год вы будете говорить на испанском языке. Но адаптация – это не только язык. Хотя, конечно, это самая, наверное, важная часть. Адаптация к местной жизни – это интерес и уважение к местным традициям. Это желание контактировать, желание понять.